Намаскарам, друзья! Я приветствую вас в третьей части своего видео об Иша-йога-центре. Усаживайтесь поудобнее, и я продолжаю свой рассказ. В один из вечеров, когда я пошла чистить зубы, было уже позже 9:30 вечера. То есть свет в комнатах уже должен был быть выключен. Я вернулась в комнату и увидела, что включен свет. Девочки стоят рядом со шкафом и смотрят наверх. Я подошла ближе и увидела, что на шкафу сидит тот самый зверек, которого я никак не могла вычислить. Я его сфотографировала, пожалуйста, любуйтесь, не знаю, что это. Дальше началась моя волонтерская рутина. Я уставала, но энергии хватало. Очень часто бывало, когда ты на какой-то севе знакомишься с девочкой, общаешься с ней, а потом вечером приходишь в свою комнату и обнаруживаешь, что, оказывается, все это время вы жили в одной комнате. Просто не обращали друг на друга внимания. Забавно. На территории ашрама можно брать велосипеды и передвигаться на них. Желтые велосипеды может брать любой житель ашрама. Синие принадлежат определенным людям, на них есть замки. Также есть электробайки, которые также кому-то принадлежат. Желтые велосипеды общие, но, как правило, они в очень плачевном состоянии. Они кряхтят и скрипят, и ощущение, как будто бы они развалятся прямо под тобой. Один раз я ехала, и у меня отвалилось переднее крыло. Плюс в том, что парковок по всему ашраму очень много, и ты в любой момент можешь подъехать и поменять велосипед на другой. После месяца General волонтерства я решила записаться на программу ретрита внутренней инженерии. Для этого, конечно, мне сначала нужно было разобраться, как это сделать, потому что делала я это в одиночку. Для участия в программе нужно было сдать телефоны на хранение. Я с трудом справилась со всеми условиями, и следующие 4 дня жила в другой комнате специально для волонтеров на программах. Как проходило волонтерство на программе? Это была очень интенсивная практика. Мы вставали в 4 часа утра, в 4:30 у нас уже начинались занятия. Сначала мы делали утренние практики, далее шли выполнять севу и готовили все необходимое для участников программы внутренней инженерии, чтобы они получили все услуги, предоставляемые в данном ретрите. Нас разделили на команды, и каждая команда выполняла свою функцию. Я, сама того не зная, выбрала Dining Team. Оказывается, это сервис и обслуживание, связанное с питанием участников. Во-первых, еда там была просто невероятная, и ее было очень много. Заметьте, я уже говорила, что еда в Дикша-холле очень вкусная, и я всегда объедалась, но на ретрите была просто какая-то роскошь. Во-первых, питались мы там 3 раза в день, часто были фруктовые салаты. По вечерам ребята из других команд приносили плиту и готовили на ней блюда. Часто это была доса с начинками. Я, наверное, прибавила 3 килограмма за эти 4 дня. Я объедалась до такой степени, что мне было тяжело двигаться. Но я, если честно, не могла удержаться, потому что когда я еще поем такую вкусную еду? На данном ретрите участники смотрели обучающие видео, делали практики, и иногда мы делали это вместе с ними. Мы водили их в храмы, а также купались вместе в реке. Когда участники проходили посвящение и получали Шамбу и Махамудра Крию, после этого по сценарию они должны были пойти на обед. Все пришли, кроме одного человека. Мужчины, который ушел в свою комнату и ревел очень громко в течение, наверное, 20 минут, пока мы раздавали еду. Вот это прорвало человека. А в последний вечер мы устроили невероятно красивую обстановку для ужина при свечах. После этой программы мне, конечно же, хотелось отдохнуть, но мне снова назначили севу. Она была в Акшае, и тут я поняла, что быть General-волонтером мне уже наскучило. И я хотела как можно больше записываться на различные волонтерские программы. Но, как вы поняли, проблема заключалась в моем английском. Мне пришлось выбирать из самого легкого, где не очень нужно знание языка. Так мы с другом решили записаться на Линга-севу. Это волонтерская программа в храме Дьяна Линга. Она длится от 5 до 10 дней. Но для того, чтобы в дальнейшем попасть на программу Саданапада, которая длится 7 месяцев, нужно было пройти именно 10-дневную Линга-севу. Мы записались на 10-дневную Линга-севу, но участие одобрили только мне. Я, конечно, испугалась, потому что мой друг знает английский немного лучше, чем я, но я приняла это и смирилась. Линга-севу также проходила моя соседка по комнате, немка Лин, голубоглазая блондинка. Она
она помогала мне с переводом, за что я, конечно, ей очень благодарна. Все остальные девушки в нашей потоке были индианки. И на первом собрании наш куратор спросил: вы сестры? После этого нас стали постоянно называть сестрами и постоянно спрашивали: Where is your sister? Далее я расскажу вам о моих впечатлениях после Линга Севы. Я записала их практически сразу после окончания. Вчера я завершила 10-дневное служение в храме Диана Линга. Это потрясающий опыт. Первые 4 дня были не похожи друг на друга. Первый день был почти выходной. У нас было всего 2 собрания. На второй день был silence. Мы придерживались определенного расписания. Нельзя было брать телефон, разговаривать и смотреть на кого-либо. На третий день была демо-версия служения в храме. И этот день выпал на полнолуние. Мы с ребятами ходили с музыкальными инструментами по офисам. Мне достался бубен. В этот день было много посетителей в храме. Они поливали Диана Лингу молоком и водой. Мне тоже удалось это сделать. С 4-го дня началось рутинное служение в храме. Все эти дни мы просыпались в 4, а ложились в 11. Сначала был клининг, потом в течение всего дня мы гайдили посетителей в храме. То есть направляли их, куда идти, что можно делать, что нельзя. Это довольно монотонная работа. От нее устаешь и иногда хочется спать, но ты все равно берешь и делаешь это, и я считаю, что очень круто прокачивает твое принятие. За эти 4 дня мне 2 раза удалось выступить на музыкальном мероприятии в храме. Я играла на поющей чаше. Играть учились на коленке за 10 минут до выступления. Это тоже очень классный и веселый опыт. Вечером на 8-й день у меня снова закружилась голова. Я легла спать в надежде, что к утру это пройдет. Но утром ничего не произошло. Я почувствовала себя так же плохо и пошла на утреннюю медитацию клининг. Там я с вами отпросилась и поспала еще 3 часа. Мне стало чуть-чуть легче, но все равно немного качало. В этот день у нас сменилась локация, и мы с моей группой волонтерили в депозит каунтер. По-русски это как камера хранения. Там было прохладно и установлены вентиляторы. День пролетел быстро, и, кажется, я восстановилась. Но после этого я перестала ходить на вечерние собрания, где с вами рассказывала различные истории. На них я изо всех сил пыталась не уснуть, но это было всегда безуспешно. Истории, естественно, были на английском, и я ничего не понимала. Поэтому мной было принято решение пойти спать пораньше. И, если честно, мне еще было страшно из-за моего головокружения. На следующий день мы гайдили людей у статуи Наги в Сурья-Кунде, то есть мужской купальне. Там было прохладно и спокойно, день пролетел быстро. На следующий день мы снова вернулись в храм и снова ходили с музыкальным оркестром. На этот раз мне достался барабан, и я была счастлива, потому что я обожаю барабаны. Последний день у нас была сева возле статуи Ади-йоги, но поскольку он был завершающий, то мы просто весь день ходили туда-сюда. Я, наверное, за 2 месяца столько не ходила. Меня очень сильно поразила доброта моих товарищей по команде, потому что в какой-то момент, сидя, я уснула, и они разбудили меня и отправили спать в свою комнату. А также угостили конфеткой. Я, если честно, чуть не разрыдалась от такой заботы. Вечером на итоговом собрании нам подарили вот такие наборы. Вчера закончила свою 10-дневную линго-севу в храме Дианы Линга, и смотрите, что нам подарили на выпускной. Я, если честно, вообще даже мысли у меня не было, что что-то нам подарят. Это очень приятно было. И вот на самом деле получать подарки, когда ты их совсем не ждешь, просто какая-то невероятная радость. Давайте посмотрим, что здесь. Во-первых, открыточки с Линго Байреви, с Дианой Лингой. Вот это все лежало в такой сумочке. Карточка с Ади-йоги. Здесь какие-то инструкции, это я буду потом читать. Книжечка вот такая, правда, она на тамильском. Какие-то комиксы, истории. Ладно, буду пользоваться переводчиком. В этом пакетике это все лежало. Про Саддам 2 конфетки. Даже вибути положили в пакетике. И у нас рудракша. Здесь, я так понимаю, веревочка для рудракши. А вот здесь не знаю, что такое. Пока не хочу вскрывать, пусть это будет сюрпризом. Вот, а здесь, я так понимаю, какая-то инструкция для рудракши находится. Да. Вот. В общем, очень приятно было, очень интересно. Я очень рада.
Я абсолютно не ожидала, что нам будут что-то дарить. Я чуть ли не прыгала от радости. На следующий день после лингосева я впервые за 2 месяца взяла выходной, чтобы выспаться. Также меня ждали куча грязных вещей и завалов в шкафчике, потому что во время программы этим заниматься было абсолютно некогда. Можно сделать вывод, что при сне в 5 часов в сутки и активной деятельности все остальное время мой организм может бесперебойно функционировать 8 суток. Что ж, наконец-то я купила этот Coconut Flower, который я уже месяц не могла купить. То его не было, то там эта женщина не захотела брать деньги. Сейчас буду его пробовать. Так, все, пробуем. Ну, похоже на какую-то вату. Похоже на какую-то вату, чуть-чуть сладкую. Ну, такое, не скажу, что супер вкусное. Сегодня купила вот такой стрит-фуд. Продавец сказал, что это Little Spicy. Сейчас буду проверять. Это стоит 20 рупий. Это 30 рупий. То есть, в общем, 50. Это не мое. Тут вот я вижу, что есть лук. Это не знаю, что за жидкость. Вот у них часто вот такие штучки встречаются. Они их проделают здесь в дырочку и туда какую-то начинку складывают. Это у них такой стрит-фуд. Здесь внутри что-то куркумой. Ну, да, действительно, Little Spicy. После лингосева я какое-то время волонтерила как дженерал-волонтер. Времени до моего отъезда оставалось уже не так много. И севы шли уже по 3-му кругу. Мне ставили на 3-4 дня одну и ту же севу, потом меняли и снова ставили туда же. Мне это начало надоедать, силы стали заканчиваться, и мы с другом решили пойти на программу 3 дня Silence. В этой программе тебе выдают на 3 дня определенное расписание, и ты его соблюдаешь. У меня остались очень неоднозначные впечатления после Сайленса. Мне пришлось столкнуться с версией себя, которая мне не очень нравится. В Сайленсе ты не можешь ни на кого смотреть, ни что-то показывать, ни рассказывать. Но иногда происходили ситуации, которые казались мне очень несправедливыми. Я не могла ничего сделать, и меня это раздражало. Конечно, я быстро отпускала такие чувства, но иногда это было трудно. Нужно было также проходить продакшену. Это круг по всем храмам и святым местам. Статуя Ади-йоги — это начало и конец круга. Вся территория, где это происходило, была открыта для посетителей и туристов. От статуи Ади-йоги до храмов была дорожка длиной примерно 2 километра. Вся она была заполнена туристами. Их было много, они ходили толпами. И меня сильно раздражало, что я просто не могла идти прямо в своем направлении. Мне постоянно преграждали дорогу, и никто не отходил. Все это время я думала: ты что, не видишь, что я в Сайленсе? Отойди! В общем, меня все 4 дня переполняли эти эмоции, потому что я думала, что индийцы не уважают никого, кроме себя, и не заботятся об общей безопасности и комфорте. Короче, все продакшены я ходила с горящей жопой и злилась на них. Но в то же время я понимала, что проблема-то во мне, что я так реагирую, но ничего не могла с этим сделать. Дальше понимание не заходило. То есть как с этим справиться на тот момент я, конечно, не придумала. У нас также стояла сева по расписанию в саду деревьев. Но все 3 дня, когда я туда приходила, там никого не было. Сева заключалась в том, чтобы помогать другим волонтерам и стафу. И так как я была там одна, я просто ходила и гуляла по саду. Во второй день я шла по Нилу, где росли высокие деревья, и увидела наверху обезьян. Они кушали какие-то плоды, похожие на те, что я видела в Таиланде. Бросали их на землю.
Я уже во взрослом возрасте услышала о такой болезни, как бешенство. И, конечно, была настороже, старалась вести себя спокойно, чтобы они ко мне не подходили. Когда я прошла все деревья с обезьянами, я заметила, что с противоположной стороны, где была трава, она колыхалась и что-то двигалось. Я замерла и думала, что сейчас оттуда выпрыгнет обезьяна. Но оттуда выбрал огромный серый заяц. Я даже не могла представить, что там будут зайцы. Меня это, конечно, очень сильно удивило. На следующий день, когда я снова шла по верхней части сада, буквально на входе я увидела 1,5-метровую черную змею, голова которой была в лунке. Сначала я не увидела голову и думала, что это просто мертвая змея. Но затем она высунула голову. Я замерла. Мне было страшно и любопытно одновременно. Она в таком замерзшем состоянии находилась примерно 40 секунд, а потом уползла за забор. После этого я снова сделала круг по саду и ушла. Буквально через неделю или две я шла снова в этот сад погулять, но сотрудник сказал, что сейчас это небезопасно и что там могут быть дикие звери. Где-то через чуть больше недели нас переселили в другое общежитие, в то самое, в котором мы жили при заезде. Мы снова стали спать на полу в зале для медитации, и у каждого теперь не было личных шкафчиков. Ночи стали очень холодные, и нам выдали ватные матрасы. Поскольку у меня не было одеяла, я не придумала ничего умнее, как взять еще один матрас и укрываться им. Сама территория общежития мне очень нравилась. На этот раз меня поселили в Чамунди-Прасалу, это по соседству с Велиангери-Прасалой. Я не понимала, почему, но Чамунди мне нравилось больше. В один из дней, когда я проснулась, я пошла делать утренние практики во дворе, и на площадке увидела, что вся трава в росе, и кто-то шел по ней, оставив следы, как на снегу. Это было что-то нереальное и выглядело так, как будто бы действительно только что выпал снег. Также мне неоднократно во время утренних практик приходилось наблюдать восход солнца. И почему-то именно этот момент мне очень сильно флешбэчил, как по Южной Корее. Наверное, потому что там очень похожий восход солнца. Я даже не могу, если честно, объяснить, как именно мне это напоминает Южную Корею, но я ощущала это даже с закрытыми глазами, как будто когда-то уже это переживала. Я только что вернулась с программы Панчабута Крия. Это, возможно, единственная программа, которую я здесь пройду в этот раз, потому что на нее не нужен был английский язык. Нам выдавали вот такую шаль, на этот раз черную. И по завершении программы дали вот такой горшочек с вибути, просадом конфетку из черного кунжута и вот такой листик. Его можно скушать, либо опустить в водоем. Были моменты, когда мне становилось скучно, грустно, я очень уставала на севе, особенно в Бикша-холле, когда ты все утро и весь вечер занят, и у тебя есть всего лишь несколько часов, чтобы просто пройтись и выдохнуть. В эти моменты я брала велосипед и каталась по территории, и меня это очень успокаивало. Наконец-то мне попался этот фрукт спелым и мягким. И я его сейчас попробую. Очень давно мечтала. Даже не знаю, как он называется. Потом посмотрю. Вот так это выглядит изнутри. Сейчас будем пробовать. Ну, что хочу сказать. На самом деле очень сочный, такой сладкий очень фрукт. Правда, кушать его не очень удобно, потому что он состоит из этих мелких частичек. А у меня еще особо условий не было, чтобы его есть. Сидела на камне, не было ни пакетиков, ни руки помыть особо негде, мусорка тоже далеко. Но все равно это не меняет того факта, что он вкусный. Что-то я все время забываю показывать, что я тут покупаю. Вот сегодня у нас будет такая распаковочка. Это чай. Я недавно где-то прочитала, что он очень хорошо помогает при простудах, каких-то болезнях. Я вот недавно заболела, мне заболело горло, была температура 37,4. Вот сегодня вроде полегче, но сегодня болит башка. Вот купила себе такой чай, стоит 15 рублей пакетик. Дальше такая шоколадочка, батончик. Я его покупала уже, наверное, раз 5. Он стоит 40 рублей. Типа шоколадный, но шоколадный там только полит шоколадом сверху.
А внутри что-то фруктовое, видимо, с орешками. Ну, вкусненький такой, типа, немножечко шоколадный. Это пинат, арахис с какой-то специей, разных вкусов много. Я выбирала, взяла вот этот. Он стоит, по-моему, 70 рупий, да, 70. Вот. И еще я для себя недавно открыла вот такие печеньки. Они шоколадные, типа. Они очень вкусные. Они вот короче, вот с такими штучками, шариками внутри шоколадными. И мне очень они зашли. Прям из всех печеньев, которые я здесь пробовала, вот это прям самые вкусные. И они стоят всего 27 рупий. Сегодня я решила взять еще одну фалуду. На этот раз это фалуда со вкусом баттерскотч. Вот, есть еще мороженое с баттерскотч. Очень вкусное, мне понравилось. Вот решила теперь взять такую фалуду. В конце срока мне нужно было купить чемодан, поскольку приехала я только с ручной кладью. Но за время жизни в ашраме у меня появилось столько всяких вещей, что в ручной клади, наверное, даже половина бы не уместилась. Поэтому мы с другом решили съездить в Коимбатур, и я думала, что это будет приятная поездка. Но я так никогда не ошибалась. Сегодня мы едем в Коимбатур. Вот так вот выглядит автобус у них. Ну, такой обычный автобус. Сейчас будет контент про Коимбатур. Все, я вышла в Коимбатуре. Да, здесь очень страшно. Здесь они постоянно гудят. Все хотят с тобой пообщаться, поздороваться. Какой-то трэш, короче, происходит. И я стрессую. Может, сейчас покажу, что тут вокруг. Вот так выглядит здесь торговая улица. Это все, короче, магазины, лавочки, ларьки. Короче, вот такой визуальный шум. Вот так вот здесь все выглядит. Мы зашли в укромный уголок здесь, какую-то улочку. Здесь наконец-то тихо. Но, если честно, немножечко страшно. Пошли с чуваком, он будет показывать нам чемодан. Ну, собственно, для чего я сюда и приехала. Короче, мы сейчас пытаемся найти мне чемодан. Потом еще я хотела купить сувениры. О, Господи. Я уже сдаюсь, короче, потихоньку. Я не могу, блядь, в этом шуме. Сейчас зашли сока, типа, купить. Здесь очень тесно и очень шумно. Все, в общем, мы зашли в кафешку, ничего не нашли, здесь все одно и то же, вот зато вкусняшки сейчас буду кушать за 35 рупий. Вот так выглядит вид из кафе, ничего не слышно. Короче, попали в пробку. Боже мой. Здесь негде просто ходить. Я пытаюсь. Бля. Я не знаю, как они так живут, это ужасно. Прям, конечно, магазинчики, я все понимаю. Вот ты припарковался, чувак. Блин. Так вот они живут, короче, здесь. На всем рынке здесь только одежда, посуда и фастфуд, и всякие в упаковках. В упаковках эти... печеньки всякие. В общем, мы тут зашли немножечко в рыночек потише, продуктовый. Смотрите, какая красота здесь продается вообще. Вот эти цвета, правда, невероятные какие-то. Смотрите, вот такие чипсы, типа вот. Блин, они так интересно выглядят. Хочется все попробовать, если честно. Все такое необычное. Смотрите, это из джагри вот сделано. Попробуй, возьми. Здесь? Джагри. Nice. Thank you. Короче, нам дяденька бесплатно, представляете, в Индии бесплатно нам дали. Правда, он брал это руками. Но мы такие, раз бесплатно, тогда похером. Короче, то, что он мне дал попробовать, и вот эти бесплатные, это, конечно, разные вещи. Здесь прям один сахар. Не очень.
Короче, вот в этом ларьке сейчас очень выгодно купила вкусняшки и снеки, и продавцы меня сфотографировали. Смотрите, у них есть вот такие фотки. Я, скорее всего, тоже здесь скоро буду. Так что, если меня увидите, отмечайте меня. Этот мужчина, у него что-то с глазами, похоже, слепой, потому что еще и с тростью. И он ходит, поет песни, и таким образом зарабатывает себе на жизнь. Я хотела поснимать контент, но я реально не могу, мне плохо. У меня еще ЖКТ что-то заболел, и я не знаю, как они тут живут, мне просто плохо. Здесь, во-первых, шумно, грязно, воздух отвратительный. Короче, я не знаю, я в растерянности, здесь вообще ориентироваться мне тяжело. В плане собрать свое внимание. Я без понятия, как я тут живу. Блин, мне прям плохо стало, я ничего не стала тут особо снимать. Вот так у нас выглядит дорога домой. Мест нет. Короче, кто на полу сидит, я стою. Там тоже мест нету. Мне болит живот. Что ж, всем приветики. Еще раз я уже в ашраме. Мне немножко стало полегче. И я еще даже не смотрела то, что я купила. В такой суматохе все было. В общем, что хочу сказать по поводу поездки. Это какой-то дичайший ужас был для меня. Это шум, куча людей. Я, короче, очень устала от этого. И поняла, что не буду больше ходить там, вот это все смотреть. Просто вот мне нужен был чемодан, я купила чемодан, все, и я поехала обратно. Что касается города, ну, мне рассказывали о том, что, например, в Дели все хотят тебя обмануть, везде побольше денег с тебя содрать. В Коимбатуре такого нет. То есть мне, наоборот, чувак сделал скидку на чемодан. Да, чемодан не супер крутой, не супер классный, но мне нужен был дешевый чемодан, и я купила дешевый чемодан. Все, я купила за 1200 рублей. Вот. Что еще по поводу? Они очень дружелюбные в этом плане. Как бы вот даже мы заходили, когда за вкусняшками в магазин, они с нами фотографировались. То есть, и она очень дешево нас рассчитала. То есть вот здесь, например, в Ашраме за территорией кэнди и снеки стоят, короче, недешево нифига. То есть я, допустим, здесь за 3 конфетки они могут взять 90. А там я, получается, купила 250 грамм, и это стоило 90. А там не 3 конфетки, там, наверное, штук 6 разных. И снеки еще за 60. Ну, то есть я в общей сложности заплатила... Так, нет, что-то не сходится. Короче, за общую сложность я заплатила 130. Здесь я бы, наверное, даже треть за эти деньги не купила. Вот. Ну, то есть они прям очень дешево. Либо они сделали такую большую скидку, потому что, не знаю, почему они любят людей европейской внешности, может быть, я не знаю. Либо в городе реально так сильно дешевле. Потому что в других местах, вот мы заходили в кафешку, которая там один шарик, например, 35. Ну, это как бы здесь вот примерно такие же цены. А там прям сильно дешевле в этом ларьке, плюс они такие дружелюбные, давай еще фоткаться с нами. В общем, прикольно, забавно, интересно. Действительно, в Индии как бы довольно дешево все стоит, вот так вот на рынках там везде. Я не знаю, как ТЦшка, потому что я просто бы не дожила до ТЦшки. Вот. Люди довольно приветливые, да, там у них пробки, я ничего не смотрела, даже население сколько в Коимбатуре. Везде пробки ходить негде, но тем не менее люди спокойные и как бы очень прилично себя ведут, довольно-таки. Вот. Просто я ожидала от города, конечно, более ужасного. Ну, хотя и это мне тоже не по кайфу было, потому что, реально, людей очень много.
Ну, как бы Коимбатур не туристический город от слова совсем. И мы были на торговой улице, и как бы я, конечно, надеюсь, я не знаю, надеюсь, что это просто торговая улица, поэтому там так. Но если это весь город такой, вот они, если так живут везде, это, конечно, ну, я все. Я рада, что я тут не живу. В общем, ну, такой вот после поездочки. Дико устала, у меня еще заболело что-то в ЖКТ слева, я что-то прям не дышать было, аж больно. Вот. Сейчас полегче немножко стало, полежала. Вот такие дела. Уже на последней неделе пребывания в ашраме я познакомилась с новыми людьми, которые говорили на русском языке. Они были новенькие, у них было много вопросов, поэтому я с радостью отвечала на них. Это разнообразие как-то разбавило мое бытие. В общем, мы неплохо проводили время вместе. Также за время пребывания в ашраме я познакомилась с русскоговорящими волонтерами из России. Девушка, которая уже долго там жила, часто мне помогала. А с двумя девушками из Казахстана, с одной из которых мы жили в одной комнате, мы очень подружились. Я, конечно, старалась не привязываться ни к кому, потому что это новая карма. Вся суть жизни в ашраме заключается в том, чтобы не было ничего постоянного, и чтобы показать, что все меняется. И там все время происходили изменения. Неизменным, наверное, оставалась только Сева. Перед отъездом я познакомилась с парнем из Беларуси, и он рассказал, что очень много практиковал. И, заходя в храм Дианолинги, испытывал какие-то невероятные ощущения. Он говорил, что у него очень сильно повысилась чувствительность. Он говорил, что для этого очень много трудился. В один из дней перед отъездом я тоже сидела в храме Дианолинги. Вдруг у меня в теле появилось какое-то приятное ощущение. Я просто сидела, улыбаясь, и мне было так хорошо, что у меня возникло стабильное ощущение, что не нужно ничего делать и никуда идти. Все хорошо, все складывается наилучшим образом. Но мне нужно было не опоздать на бранч, потому что после него у меня стояла Сева. У меня, конечно, появилась мысль, что если я сейчас начну двигаться, то это ощущение пропадет. Но я все же с твердым намерением решила встать и пойти в Бикша Холл. И что удивительно, это состояние сохранилось. Я шла как будто под кайфом. Я покушала, и все это время мне было так же классно. В этот момент мне пришло осознание, если такое ощущение будет длиться постоянно, мне будет совершенно все равно, что там происходит во внешнем мире. И что мне нужно делать какую-то тяжелую физическую работу или какую-то монотонную. Мне будет все равно. Это было просто какое-то невероятное ощущение блаженства. Ранее такие состояния кратковременно посещали меня. Они были неуловимыми и слишком быстрыми. И я не понимала, как это работает. Мне, конечно, хочется, чтобы такое состояние было со мной всегда. После Бикша Холла я пошла в сторону общежития и абсолютно не обращала внимания на прохожих. Мне было так классно, и за моей спиной я услышала, как кто-то разговаривает со мной. Я повернулась и увидела девочку из Казахстана. Она спросила, что с тобой, ты какая-то потерянная? А я ей ответила, просто мне очень хорошо. В общем, это состояние продержалось около 1,5 часов и покинуло меня. Мне кажется, это то самое, о чем говорят гуру. Итак, что по тратам? Я буду называть расходы в рупиях. Транспортные расходы, в них входят поезда, самолеты, автобусы. Вышло 52 тысячи рупий. Еда 7600, бытовые нужды 3500, одежда 3200, подарки 300 и программы 1400 рупий. Общая сумма за 3 месяца получилась 70 200 рупий. В рублях это примерно 60 тысяч. Думаю, я рассказала все, что происходило со мной в ашраме. Всем, кто собирается ехать туда как волонтер, очень советую брать с собой наручные часы и фонарик. На программах они жизненно необходимы. Часы, кстати, можно купить в ларьке. Также в Адийоге Алайям в личных шкафчиках есть USB-розетки. Можно взять с собой кабель для зарядки телефона. У моего кабеля разъем Type-C, поэтому мне пришлось купить себе еще USB-кабель. Что можно купить в магазинах?
рахунок здесь я вам уже показала. Все покупки я совершала за наличные денежные средства. А также у меня была оформлена карта Bybit. Если у вас ее еще нет, то хочу сказать, что ей можно расплачиваться за границей через Google Pay. Она виртуальная. Пластик тоже можно получить, но не во всех странах. Если вам нужна ссылка, я оставлю ее в описании. Добиралась домой я с пересадками. Сначала был самолет до Мумбаи, затем до Ташкента, а дальше в Новосибирск. И оттуда уже на автобусе в Томск. Кстати, что хочу сказать про Ташкент. В прошлый раз в своих видео я не очень хорошо отзывалась об их аэропорте. Но в этот раз его достроили, и рядом открылось очень вкусное кафе, где также можно перевести рубли на российскую карту. Единственный момент, который стоит доработать, это то, что между двумя терминалами, которые находятся рядом друг с другом, нет тротуара для пешеходов, что делает абсолютно неудобным движение с чемоданами по снегу и лужам. По прибытии в Сибирь температура воздуха была минус 30, а я была в одной кофте. Как вы помните, куртка моя пропала. Мы вышли на остановку на улице перед выездом, но автобус опоздал, и мне пришлось стоять на морозе. Также в автобусе почему-то дул холодный воздух, и ехали мы очень долго. Я офигевала от того, как было холодно. Первые дни после приезда я практически не выходила из дома. Потом наступил Новый год, я чувствовала себя какой-то потерянной, я очень сильно заболела, у меня воспалились оба уха. И когда все вокруг стояли в очередях в магазинах, наряжали елки, запускали салюты и ели салаты, мне пришлось в одиночестве обниматься с раковиной, так как я еще страдала от сильнейшего насморка. Что изменилось во мне после 3 месяцев жизни в ашраме? Наверное, это видно другим. Но я также отметила несколько внутренних трансформаций, которые не могут меня не радовать. Во-первых, у меня исчезла вот эта вот тревожка по поводу отложенных дел. Раньше я не могла найти себе место. У меня начиналось ОКР, СДВГ, когда я понимала, что мне нужно что-то сделать, но я не могу сделать это прямо сейчас. Я сама себе выносила мозг, и мне было очень плохо от этого. Сейчас, когда я понимаю, что не могу что-то сделать прямо сейчас, я думаю, что сделаю это потом. Ничего страшного не произойдет, если я сделаю это позже, и я практически абсолютно спокойна. Это очень сильно облегчает жизнь. Просто ты принимаешь ситуацию такой, какая она есть. Да, сейчас я не могу это сделать, но я могу сделать это потом. А сейчас я буду жить свою лучшую жизнь. Также я думаю, что я стала более терпеливой по отношению к другим людям, потому что люди разные, и они не могут подстраиваться под мои предпочтения, под мое настроение и мои ожидания. Мне стало легче принимать и отпускать ситуации, людей. Еще примерно в середине моего волонтерства ко мне пришло очень стойкое чувство, что я все могу. А если я не могу и не знаю как, то разберусь и смогу. Раньше я иногда даже не начинала ничего, прогнозируя крах в итоге. Я росла в среде, где люди часто говорили: у тебя все равно ничего не получится. И присвоила это себе. Но в ашраме эта установка сломалась. К концу срока это чувство немного подугасло. И когда я вернулась домой и заболела, у меня совсем не было сил. Но я все равно считала, когда выздоровлю, они у меня обязательно появятся. И у меня все получится. Хочу признаться, что по натуре я скептик. Верю только в то, что было в моем опыте. Я сомневаюсь во всех ритуалах, не всегда даже согласна с тем, что говорит Садгуру. Но в ашраме я брала и делала все, что нужно, с сомнениями. Сомневалась, но продолжала делать. И я не знаю, как это работает. Это какое-то волшебство. То, что сейчас со мной происходит. Я чувствую, что стала более целостной. Мне не нужен кто-то или что-то, чтобы чувствовать себя приятно. В мире и вокруг меня многое происходит не так, как я бы хотела. Но внутри я чувствую какие-то благостные ощущения. Иногда эти чувства настолько сильные, что мне просто хочется плакать от счастья. Да, бывают просадки по настроению и по энергии, но это больше как перерывы. А перманентно я испытываю очень теплые чувства. Я неизмеримо благодарна Садгуру и всем причастным, благодаря кому я смогла получить этот невероятный опыт. Я думаю, это все, что я заметила. Остальное покажет время. Хочется хотя бы это оставить себе, и чтобы оно только продолжало улучшаться. Мне очень понравилось в ашраме, хотя это испытание и для физики, и для психики. Это невероятный опыт, меняющий людей в лучшую сторону. Всем поделиться в одном видео я не могу, да и не хочу. Но я ни разу не пожалела о том, что я туда приехала. И хочу вернуться туда снова. На этом моменте хотелось бы закончить инвокацией.
Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Aum Shanti Shanti Shanti. Я с вами прощаюсь и желаю вам прекрасного опыта. До встречи в следующем видео.